Медовое печенье по этому рецепту готовится без сахара. Оно получается ароматное, вкусное, рассыпчатое и тает во рту. Для медового натурального печенья мне понадобятся следующие ингредиенты. Мука, разрыхлитель для теста, мед, сливочное масло, соль и сухие духи для печенья. Это корица, кардамон и имбирь. Муку просеиваю в глубокую посуду. В просеянную муку добавляю разрыхлитель для теста, соль, имбирь, кардамон и корицу. Все ароматные добавки хорошо перемешиваю. Сливочное масло не должно быть очень замороженным и очень мягким. Я беру сливочное масло и тру его на крупной терке. И перемешиваю рукой, как бы перетираю вместе с мукой. Добавляю жидкий мед. Если у вас мед густой, то растопите его на водяной бане. И руками перемешиваю его до однородности. Тесто нужно собрать, а вернее слепить как пластилин. Все, тесто у меня стало однородным. Теперь я беру целлофановый пакетик, перекладываю тесто, слегка его придавливаю. И отправляю в холодильник на 1-2 часа отдыхать. Медовое тесто находилось в холодильнике 1 час. Через 15 минут я его буду формировать в шарик. Разделяю шарик на 2 части равные. Каждую часть теста скатываю в шарик.
Каждый шарик разделяю на 8 частей. Формую из каждого кусочка маленькие шарики. Шарик теста слегка придавливаю, но не очень тонко. И формочкой вырезаю звездочку. Застелила противень бумагой, смазывать его маслом не нужно. И теперь звездочки переношу на пергаментную бумагу. Из 16 частей теста у меня получилось 33 звездочки. В предварительно разогретую духовку до 180 градусов отправляю печенье выпекаться. Печенья выпекались от 8 до 10 минут. Вот такие румяные, красивые и ароматные они получаются. Дорогие гости моего кулинарного канала, подписывайтесь, ставьте лайки, включайте колокольчик, и вы первыми узнаете о новых моих рецептах. С вами был канал «Готовим вместе с Арнадо». Всего доброго, до новых встреч!